Всем здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как связать вот такую маечку красивым регланом. В этот раз полностью объясню, покажу, как связать росток сзади, для того, чтобы у нас перед вот так вот красиво спустился. И покажу также в этот раз, как связать рукавчик. Но его полностью прям не буду вязать, покажу, как его вообще продолжить вязать и где можно будет сделать там убавление, если вдруг вы захотите сделать более длинный такой рукавчик. Вот такая вот красивая маечка, таким с красивым рисуночком. Ну что, давайте начнем. У меня пряжа Alize Diva. Сама по себе пряжа очень мягкая, удобная в вязании и такая немножко как будто скользящая, что придает майкам более такой висящий такой вид, а не, как сказать, она не будет как бы мятая, да, там, как из попочки. Ну что, я набираю 124 воздушные петельки. Здесь меня вот не спрашивайте, я покажу свои замеры в плане, сколько я определила на рукав, на грудь, на спину. И вы можете точно так же сделать. Это будет у меня размер М. Так, 3 воздушные петли подъема. И теперь я в каждую петлю буду провязывать столбики без накида. Это будет у нас первый такой ряд. Вот, вы провяжете сначала, будете смотреть по своим уже замерам. Я покажу свои расчеты, сколько я определила, и вы уже будете, исходя из этого, смотреть по своей фигуре, сколько, может быть, у кого больше грудь, у кого-то больше спина, у кого-то больше руки. Но здесь все влияет, и даже сама ниточка влияет. Итак, довязали до конца. В третью петельку мы провязываем соединительную петлю, поднимаем 3 воздушные петли подъема. Это у нас будет первый рисунок реглана. Это он будет у нас на спинке. Второй столбик без накида, 2 воздушные петли подъема, и в следующую петельку мы провязываем еще 2 столбика без накида. Этот реглан только в этом ряду такой. Вот смотрите, у нас на реглан уходит 4 петельки. Но опять-таки это только сейчас в этом первом ряду. Здесь можно не определять маркерами. Это я вам просто наглядно показываю, как у нас будет провязываться вот такой реглан. Он будет состоять, реглан, из 4 петель, но это только в этом ряду. Последующий он будет уже идти друг за другом. Очень легкий узор и очень легко вязать. Поэтому даже не парьтесь. Сначала просто смотрите видео, можете сразу следом за мной вязать. Вяжем в каждую петельку также столбики без накида. Но уже в этом ряду мы определяем, где у нас перед, где у нас рукавчики. Итак, первый реглан мы с вами провязали. И идем дальше мы с вами по рукаву. Значит, столбики без накида нужно провязать 18 штук. И опять следом у нас идет наш узор реглана, который состоит из 4 петель. 2 столбика без накида, между ними 2 воздушные петли подъема, и в следующую петлю также 2 столбика без накида, да, провязываем. Это наш реглан. Вот так он выглядит. И теперь следующее, дальше мы идем вязать. Обязательно одну петельку мы пропускаем. И идем дальше вязать 36 петель. Это идет у нас уже наперед. И провязываем, опять доходим до реглана.
В самом конце видео я поставлю, нарисую схему и реглана, и самого узора. Так что переходите в конец и себе сохраняйте, делайте скриншоты. Так, и следующее у нас идет опять одну петельку пропускаем и опять 18 столбиков с одним накидом. Это опять у нас идет уже рукав. И теперь у нас осталось довязать, делаем еще раз нашу регланную линию, провязываем наш узорчик реглана. И дальше уже до конца провяжем нашу спинку. И на спинку у меня также приходится 36 петель. Так как у меня спина широкая, от этого получается и перед у меня тоже широкий. Ну вот здесь вы можете контролировать свои петли. Ладно, это подальше уже объясню. В конце, смотрите, видите, у нас здесь регланная линия, мы ее просто соединяем. И вот такое вот у нас уже готовое получается. Пока я понимаю, что вам из этого ничего не понятно, но вы записывайте, посмотрите и сделайте себе пометки или вяжите вместе сразу со мной. Когда мы закрыли наш ряд, у нас между нашим регланом есть такая арочка. В эту арочку мы делаем переход, соединительную петлю и поднимаем 3 воздушные петли подъема. Сюда же в арочку провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли подъема и еще сюда же 2 столбика с одним накидом. Это регланная наша линия идет. Теперь дальше мы будем уже вязать рисуночек. 2 воздушные петли подъема. И теперь сразу после реглана есть вот такая арочка. В нее мы провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли подъема и еще один столбик с одним накидом. Теперь делаем дальше 2 воздушные петли подъема, пропускаем 2 петельки, 1, 2. И в следующую петлю мы провязываем столбик без накида. 2 воздушные петли подъема, 2 петли пропускаем и провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли подъема и столбик с одним накидом сюда же, 2 воздушные петли подъема, 2 петли пропускаем, в следующую провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли подъема, 2 петли пропускаем, в следующую провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли подъема и сюда же столбик с одним накидом, 2 воздушные петли подъема, 2 петельки пропускаем, в следующую провязываем столбик без накида. Довяжем с вами сейчас таким образом вот до реглана, и я вам покажу, как дальше. Пропускаю я остальные все эти петли и провязываю сразу в арочку. Там уже, потому что такой рисунок уже не получается. Ничего страшного, если останутся 3 петли там. Последний узорчик сюда провязываем перед регланом. И перед регланом мы в этом узоре уже не делаем эти 2 воздушные петли. Реглан, столбики, 2 столбика без накида в эту арку, в сам реглан, и 2 воздушные петли подъема. И еще сюда же провязываем 2 столбика с одним накидом. Опять не делаем здесь воздушных петель. Следующая вот эта арочка, в нее мы провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли подъема, столбик с одним накидом, 2 воздушные петли подъема и дальше 2 петли пропускаем, провязываем столбик без накида. Опять 2 воздушные петли подъема, 2 петли пропускаем и провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли подъема и сюда же столбик с одним накидом, 2 воздушные петли подъема, 2
2 петли пропускаем и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петли подъема и продолжаем таким образом наш рисунок вязать по кругу. Когда мы дошли с вами до нашего реглана, перед регланом у нас нету никаких петель воздушных, соединяем наше вязание и делаем переход в арочку соединительной петлей вот так на следующий ряд. 3 воздушные петли подъема, сюда провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли подъема и сюда же провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Так, здесь теперь делаем 1 воздушную петлю подъема, перед и до будут 1 воздушная петля подъема. Теперь у нас есть такие вот арочки. В эту арочку провязываем столбик такой вот недовязанный и второй с одной верхушкой провязываем все вместе. 2 воздушные петли подъема. Теперь получается 2 столбика с накидом, но с одной верхушкой. 2 воздушные петли подъема. Также третий. В одну арочку такую нам нужно провязать 3 таких столбика с одной верхушкой. И между ними 2 воздушные петли подъема. Переходим на следующую арочку. В эту арочку также провязываем столбики с одним накидом. 2 столбика получается с одной верхушкой и 2 воздушные петли между ними. Провязываем таким образом до следующего реглана. Итак, последний у меня рисунок, и я делаю 1 воздушную петлю подъема перед регланом. Сейчас у нас идет регланная линия, 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли подъема и еще сюда же 2 столбика с одним накидом. И делаем 1 воздушную петлю подъема. Переходим на следующую арочку и вяжем уже дальше, как вот тут вот мы вязали. Вот теперь смотрите, как лежит оно мне, как будет эта маечка в принципе уже лежать. Если хотите больше горловину, набирайте, значит, больше петель. 1 воздушная петля перед регланом и соединяем наше вязание и делаем переход соединительной петлей в арочку. Набираем 3 воздушные петли подъема и сюда же столбик с одним накидом, это наша регланная, 2 воздушные петли подъема и еще сюда же провязываем 2 столбика с одним накидом. Теперь мы провязываем 2 воздушные петли подъема. В этом ряду у нас идет 2 воздушные петли подъема. Делаем накид и сразу в первую дырочку провязываем столбик с одним накидом и провязываем 1 воздушную петлю подъема. В каждую теперь
такую дырочку нам нужно провязать по одному столбику с одним накидом и 1 воздушная петля подъема. Следующая, столбик с одним накидом и 1 воздушная петля. Следующая, такие вот арочки, да, у нас теперь есть столбик с одним накидом и 1 воздушная петля подъема. В этом ряду у нас идет перед регланом и после реглана по 2 воздушные петли подъема, а во время ряда у нас там идет по 1 петельке. Провязали до реглана. Здесь у нас 2 воздушные петли подъема, да. Провязываем наш реглан, 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли подъема и еще сюда же 2 столбика с одним накидом. Провязываем 2 воздушные петли подъема и продолжаем вязать наши столбики. И следующий ряд, который будет заключительный, будет потом дальше чередоваться у нас наши узоры. Соединяем петельку, соединяем наш ряд и делаем переход в регланную линию. Соединительной петлей поднимаем 3 воздушные петли подъема, провязываем нашу регланную линию. В этом ряду до реглана и после реглана у нас идет по 1 воздушной петле. Теперь нам нужно в каждую, кроме петель реглана, в каждую петельку в самом начале у нас провязываются 2 столбика сразу в арочку, а потом дальше, где столбики и воздушные петельки, провязываем туда в каждую петлю столбик с одним накидом. Получается, перед регланом и после реглана у нас такая арочка там есть, и в эту сразу арочку будем провязывать по 2 столбика, а по кругу остальные мы провязываем по 1 столбику с одним накидом.
Провязали до конца. В конце не забывайте, что у нас есть также одна воздушная петля подъема перед регланом. Соединили и перешли на регланную линию. Поднимаем 3 воздушные петли подъема. Сюда же делаем регланную линию. 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли подъема и 2 столбика с одним накидом. Теперь следующий ряд у нас уже идет, будет повторение нашего рисунка, который мы провязывали вот эти вот арочки, потом где с одной верхушкой, потом через столбики через одну петельку и в каждую петлю столбик с одним накидом. Таким образом сейчас будем чередовать. Сейчас вот идет первая арочка без воздушных петель, да? Провязываем столбик с одним накидом. Теперь здесь 2 воздушные петли и сюда же в арочку провязываем столбик с одним накидом. Дальше идут 2 воздушные петли подъема и 2 петельки пропускаем, провязываем столбик без накида. Следующие 2 воздушные петли подъема, 2 петли пропускаем и провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли подъема и сюда же столбик с одним накидом, опять 2 воздушные петли подъема, 2 петли пропускаем и провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли подъема, 2 петли пропускаем, столбик с одним накидом, 2 воздушные петли подъема, сюда же столбик с одним накидом, 2 воздушные петли подъема и продолжаем. Таким образом мы продолжаем и довязываем. Вот нужно провязать 22 примерно сантиметра. У меня уже сейчас получилось 24. Мне как бы нужно побольше. Идеально, конечно, 22, но как хотите, если эта маечка более будет свободная, можно провязать и 24. Сильно широко не делайте, иначе очень рукава будут такие прям огромедные. Она как майка обычно не будет выглядеть. Сейчас следующим этапом у нас будет, чтобы маечка спустилась, у нас как бы горловина спустилась вперед, нам нужно теперь отсюда по спинке будем провязывать наш росточек. Я примерила уже этот реглан и определила примерно, сколько там мне нужно. Примерно это у меня 6-7 сантиметров мой росточек. Для того, чтобы маечка спустилась и рукава могли спокойно под мышками соединиться. Плюс еще рассчитывайте, что мы еще будем прибавлять на рукава немножко петель. Я провязала, смотрите, столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. У меня я остановилась на этом ряду. Теперь я соединяю, как мы соединяли ряд соединительной петлей, и уже в регланную не ухожу, делаю 3 воздушные петли подъема и разворачиваю свое вязание. Будем сейчас вязать с вами туда-сюда. Рисунок сохраняется. Провязываем столбик с одним накидом. Сейчас идет у нас, сюда же я провязала, и дальше у нас идет в каждую петельку по 1 столбику с одним накидом. Так же, как мы вязали с вами до этого, по спинке в каждую петлю по 1 столбику с накидом. Довязала до конца и провязываю где был реглан, столбик с одним накидом, поднимаю 3 воздушные петли подъема, разворачиваю наше вязание, и теперь у нас должны быть идти ряд арочек. Мы смотрим, чтобы арочки друг над дружкой совпадали, и где, допустим, у меня должна быть эта арочка.
примерно я ее считаю, смотрю. И посчитаем раз, два и в третью. Так же, как я уже говорила, здесь можно также пропускать, ничего страшного, пропускать, сделать не через 2, а через 3 петли. Главное нам сохранить наш рисунок и по краям, чтобы у нас наш узор просто не сходил с места, а края спинки, чтобы оставались ровными. Так, арочка, 2 воздушные петли подъема, 2 петельки пропускаем, столбик без накида. Вот таким образом провязываем нашу спиночку. Довязали до конца, и можно сразу сделать в конце, провязываю столбик с одним накидом. Вот так. И продолжаем 3 воздушные петли подъема, разворачиваем наше вязание. Теперь у нас идет ряд, где мы в арочку провязываем по 3 столбиков такие, да, которые с одной верхушкой, между ними 2 воздушные петли подъема. Полностью этот ряд провязываем таким образом. Главное, следите, чтобы рисунок шел друг на дружке, чтобы он не сместился ни вправо, ни влево. Так, довязываем до конца. Сделала я 2 воздушные петли подъема также. И сюда в конец провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли подъема. Теперь у нас идет, развернули вязание, теперь у нас идет столбик с одним накидом должен быть и 1 воздушная петля подъема. 1 петля. В арочку провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля подъема. В следующую арочку столбик с одним накидом, воздушная петля подъема до конца ряда. И в конце провязываем в арочку столбик с одним накидом и смотрим, как мы в начале также сделали. Был столбик с одним накидом, и там была еще также столбик с одним накидом, еще один был. Вот таким образом закрыли. Теперь поднимаем. У нас там была воздушная петелька, и потом уже столбик с одним накидом. Поднимаем 3 воздушные петли подъема, разворачиваем наше вязание и провязываем в каждую петельку, провязываем по столбику с одним накидом, чтобы ряд у нас сейчас не расширился. Да, следите, чтобы по спинке ряд не расширялся. Если нужно его немножко выровнять, выравнивайте. В каждую петельку столбик с одним накидом.
Проследите также, чтобы в конце, так же как и в начале, были петли одинаковое было вязание. Вот я провязала. Посмотрите, сколько у меня получилось узорчиков. И ряд я остановилась на том же, как и на переде. Получается столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля. Теперь будем с вами соединять наши ряды. Я провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6. Посмотрите, посчитайте, потому что сейчас будет ряд идти из арочек. Еще одну возьму петельку, наверное. Соединяем наши регланы, определяем, да, наш рукавчик уже. Соединяем по реглану, провяжем в реглан столбик с одним накидом. Не просто столбик без накида, а именно столбик с одним накидом провязываем таким образом и провязываем дальше столбики. Сейчас до следующего рукава провязываем столбик без накида. Довязали до конца, до реглана. Также я набираю 7 воздушных петель. Теперь рукава мы оставляем и в следующую регланную берем. Это уже у нас идет спинка. Спинку нашу и наш перед соединяем столбиком с одним накидом. И продолжаем по спинке вязать столбики с одним накидом в каждую петлю. Следующий ряд у нас будет идти из арочек, и я себе определила, где у меня, там, допустим, по переду, где у меня арочки начинаются, и поэтому я уже просчитала себе по вот таким петелькам, где у меня будет находиться моя арочка. Ну, получается, что в центре этих петелек под мышками, да, получается, мы туда провязываем одну арочку и провязываем также столбик без накида. 2 воздушные петли подъема, и следующая арочка идет столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом, 2 воздушные петли подъема, 2 петли пропускаем и провязываем столбик без накида. 2 петли воздушные, 2 петли пропускаем и в следующую провязываем арочку. Таким образом по кругу надо провязать наш рисунок арочки. Покажу, как я нашла этот узорчик. Вот внизу есть узор, и примерно подставляем, что там будет у нас арочка, и идем считать назад. 2 пропустили, 2 пропустили, 2 пропустили, дошли до наших вот этих вот подмышечек и примерно уже поняли, куда нам нужно будет там провязывать. Также, да, смотрим, если вдруг у вас оказалось, что где-то какая-то петелька получилась лишняя или там, ну вот, ненужная, ее можно
Можно сократить, ничего страшного. Главное, чтобы рисунок шел под рисунком, чтобы он не сбился. Дошли мы до последней арочки. Вам покажу, как же ряды будут соединяться. Но здесь они не будут соединяться. Это, знаете, как вязание по кругу, когда мы вяжем. Мы просто сразу в арочку начинаем вязать следующий, так сказать, вот узорчик. И это уже у нас идет вот эти вот 3 столбика. Видите, такой переход идет. Там арочка, а тут сразу следующий ряд с вот этими 3 с верхушками, которые с одной. Провязали весь ряд, и вот также доходим теперь опять вот этот переход, и я провязываю, сразу вяжу столбик с одним накидом и 1 воздушная петля, столбик с одним накидом и 1 воздушная петля подъема. Таким образом провязываем полностью круг. Все, наш ряд получается, что уже пошел следующий. И также делаем с остальными рядами. Не нужно делать каждый раз в каждом ряду эти 3 воздушные петли подъема. Вот так оно выглядит. Это перед. Такой красивый регланчик. Вот под мышками у меня более свободно. Еще есть место. Еще маечка будет довязываться до конца. Но вы ее сами уже будете довязывать до конца. Место, видите, как хорошо под мышками. Впереди у нас тоже не сильно прижимает. Есть место вот там еще одеть, либо для груди. И так не сильно у меня зажимать, в принципе, горло. Теперь покажу, как вязать все-таки рукава. На прошлом реглане этого я не показывала. В этом ряду покажу. В этом видео 3 воздушные петли я поднимаю, и сейчас у нас также идут столбики с одним накидом. Если дырка большая, провязывайте туда 2 столбика. Если дырочка маленькая, желательно, конечно, сейчас просто провязать столбики без накида, не делая, в принципе, чтобы их было очень много, иначе у вас просто будет уже образовываться рукав-волан. Нам это не нужно, нам нужно, чтобы у нас также легло все ровненько и аккуратно. У меня на рукавах тот же рисунок, где был столбики с одним накидом и воздушная петелька, и поэтому очень легко сейчас провязывать столбики без накида. Следующий ряд соединяем наш ряд, делаем 2 воздушные петли подъема, и сейчас будем провязывать в этом ряду уже наши арочки. Опять-таки, чтобы было понятно, потому что внизу под мышками у нас нет узора, мы начинаем смотреть по нашему плечу. У нас там есть узор, и идем назад. 2 пропускаем, 2 пропускаем, 2 пропускаем, и примерно понимаем, откуда нам нужно начать. Ничего страшного, если вы вначале пропустите там не 2 петли, а 3 петли. Может быть, получится пропустить и 4 петли, тоже не страшно. Вот. Ну и все, в этом ряду вот вяжем уже рисунок арочки. Ну и дальше уже система вам понятна, так как мы ее также вязали по кругу, само полотно наше. И здесь, в принципе, по рукавам то же самое. Если вдруг вам показалось, что рукав у вас очень широкий, значит провязывайте эти столбики с одним накидом, ряд, да, который, значит, провяжите меньшее число, немножко сократите это число. Если вам показалось, что наоборот он еще маленький, значит провяжите чуть побольше. Так, чтобы сделать, если вы будете делать длинный рукав, значит, где у нас вот эти вот по 3, да,
с одной верхушкой ряд, здесь можно провязывать, допустим, не 3 таких столбика, а провязать, допустим, 2. Что тот ряд, следующий за ним, который идет, там уже вот эти столбик с одним накидом и воздушная петля, их уже будет меньше. И таким образом каждый раз сокращать. Но сокращать только под мышками, не старайтесь сократить где-то наверху. И тихо-тихо будет сохраняться у вас, будет уменьшаться рукавчик. Теперь я нарисую вам вот как раз этот реглан. Итак, вот они, наши регланные линии, их по 4 на них мы оставляем. Ну, это только, можно так сказать, как в начале ряда, да, но все же они у нас остаются до конца. Теперь 36 петель на спинку, 18 на рукав, 36 на перед и 18 на рукав. И в итоге получается 124 петли вместе всем этим. Если у вас большая грудь, значит сзади берите чуть меньше и берите, допустим, 38 наперед и там, да, остальные там вот так вот разделяйте. Если у вас больше там спинка, значит спереди берите назад петли. Если у вас ручки более широкие, плечи большие, значит вам нужно вот эти вот 18 увеличить, и можете спокойно прибавить петли, что эти воздушные как бы нигде 124, да, а можно сделать и 126, и 128. Просто у вас будет побольше рядочков, самих вот арочек там и все такое. Теперь смотрите, вот у нас реглан, самый первый, в который мы будем вязать, как бы вы будете вязать, это 4 петли, да, мы на них оставили. Следующий реглан будет идти уже друг за дружкой, друг на дружке. Он будет состоять из 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли подъема и 2 столбика с одним накидом. Теперь дальше. Первый рядочек я сейчас просто его как бы нарисую, чтобы можно было продолжить рисовать. У нас там идут столбики с одним накидом, да, вяжем, и потом опять реглан. Теперь дальше следующий ряд, который идет арочки, у нас где арочки нету перед и после реглана у нас нету здесь воздушных петелек. У нас идет сразу, да, после реглана у нас сразу первая арочка идет. Арочка, 2 воздушные петли подъема и столбик с одним накидом. После него идет 2 воздушные петли и 2 петли пропустили, да, снизу, столбик без накида, 2 воздушные петельки подъема, 2 петли пропустили и вяжем арочку. Ну, вы сейчас, когда будете вязать, вы уже, смотря просто этот рисунок, вам он понадобится уже потом, чтобы вы не забывали, что зачем идет, как бы, да, и не сбиваться. Следующий ряд у нас уже после и перед регланом идет воздушная петля. Ее тоже не забываем провязывать. Теперь в саму арочку провязываем 2 столбика с одним накидом, с одной верхушкой. И между ними 2 воздушные петли подъема. И вот таким образом у нас должно быть их 3 штучки. И опять 2 воздушные петли подъема и переходим на следующую арочку и провязываем также с одной верхушкой и 2 воздушные петли подъема. Это все при вязании вам будет понятно. Вы просто будете возвращаться к этому рисунку для того, чтобы вспоминать. А перед регланом нам нужна была воздушная петля или не нужна была. Следующий ряд здесь уже после реглана по 2 петли. И провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. Столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. Вот таким образом.
Когда вы и рисунок сохраните, и вязать начнете, тогда у вас все абсолютно встанет как бы на свои места. И последний рядочек, здесь тоже у нас одна воздушная петля перед и до реглана, но теперь здесь у нас идет ряд столбики с одним накидом. Сразу в первый у нас идет 2 столбика. Это именно под низ реглана, вот так вот. И дальше в основном по 2 вот эти, да, воздушные петельки. И дальше идут просто столбики без накида в каждую петельку. Вот так вот. И это также с другой стороны, это как бы наш вот, да, реглан, чтобы вы понимали. Сохраняйте себе, либо перерисуйте точно так же, чтобы как вы хотите, как вам будет понятнее этот рисунок, перерисуйте его просто себе. И следующий ряд, мы уже следующий начинаем опять вязать вот эти вот наши арочки. Вот. Вот такой вот у нас рисунок, но когда он будет вязаться, это настолько все быстро и настолько все легко вяжется, при том, что я вам и записывала, и рисовала, и снимала, и там вязала, у меня вообще ушло на саму регланную линию, вот эту вот полностью, да, провязать получилось за полдня. Потому что очень легкий рисунок, запоминается легко и вяжется вообще абсолютно легко, но зато получается очень красивый. 4 ряда, и остальные потом дальше у нас повторяются. Арочки вместе через одну и каждая. И наш реглан. Следите, чтобы вот эти петельки не терялись, воздушные петельки не терялись. Вот такая вот маечка получилась у меня. Что непонятно, спрашивайте, постараюсь всем ответить. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.